Если ты постоянно теряешься в догадках, новый тренд это или рыночный шум, то у меня есть для тебя одна классная новость. Все твои проблемы решаются с помощью одного индикатора технического анализа. Я покажу вам оружие умных торговцев, индикатор ADX, с помощью которого вы сможете ответить на главный вопрос: стоит ли сейчас входить в рынок. Ближе к концу этого ролика я покажу уникальные настройки для торговой системы, которая приведет ваши сессии к максимальному винрейту, а также постараюсь ответить на вопрос, почему в трейдинге так важно строить новые цели. Итак, друзья, сразу знакомимся с индикатором ADX. Это две линии, которые постоянно сходятся и расходятся друг с другом. Степень их расхождения характеризует силу тренда, а положение полос указывает на его направление. Сейчас выделю для вас на графике отрезок, где зеленая полоса выше красной, и это идеально совпадает с ростом котировок. Еще один пример обратный в сторону снижения: красная выше зеленой. И вот последний тоже моментик на графике: красная выше зеленой, снижение. Все. Таким образом можно понять истинное направление цены. Осталось лишь добавить сигнальный индикатор. Для этого я использую пересечение уровней от фракталов. Эти треугольнички всегда подсвечивают локальные развороты, и их можно использовать как зоны поддержки и сопротивления. Очень удобно. В процессе покажу, как все это работает. Обращаем внимание на каждую полосу и на ее взаимодействие с ценой. Если актив просто пересекает уровень, торгуем продолжение движения. Работает это и в обратную сторону. Как в рост, так и в снижение. Также можно торговать развороты от этих уровней. Если цена вернулась за фрактал, как здесь, то стоит ждать смену направления. А еще мы можем работать с большими масштабами, что тоже очень важно. Переходим на вышестоящий таймфрейм. Давайте сделаем 5 минут. Для этого также нам понадобятся встроенные графические инструменты. Добавляем их на график, горизонтальные линии, ставим на уровень фракталов и получаем актуальную структуру, по которой движется цена. Все готово. Теперь можем вернуться на наш рабочий таймфрейм. Друзья, видите, как все стало более наглядно. После ложного пробоя цена вернулась в канал, и теперь примерно то же самое происходит снизу. Тут есть сигнал на снижение по индикаторам, но я пропущу его, так как все это сильно похоже на ловушку от медведя, которая почти себя уже отработала. Лучше поищем более выгодные условия на других валютных парах. Погнали. Австралийский доллар к швейцарскому франку. И вот наш первый трейд за сегодня. Сделка шорт. Смотрите. Первым делом подмечаю красную полосу ADX. Она находится выше зеленой. Нужно торговать только вниз здесь. Вот отличный уровень от фрактала, который недавно коснулась цена, которого недавно коснулась цена. Вот более актуальный второй. И у нас есть пересечение. Далее был отскок. Теперь мы подтвердили снижение и движемся в сторону него. Просто ждем очередную красную свечу в течение минуты. Многие критикуют торговлю только по индикаторам, но я уверяю вас, друзья, все скептики просто неправильно их воспринимают. Индикаторы — это фильтры. Это верификаторы и ваши союзники. Они должны подтверждать только ваш анализ, никак иначе. На этом графике мы видим снижение, значит ожидаем дальнейшее падение. Но как мы можем быть в этом уверены? Именно для этого мы и используем индикаторы. ADX сообщает: да, тренд действительно нисходящий, но фракталы просто дают хорошую точку для входа в рынок. Первая прибыль у нас, друзья. Думаю, что мы сможем забрать здесь еще одну сделку. Судя по общей картине, у нас тут слом структуры. Вечеринка быков заканчивается, и рынок переходит в стадию снижения. Ну да. Открываюсь в сторону дна. Наш ADX расходится, что говорит только об усилении тренда. А мы знаем, что нет ничего лучше, чем торговать в рамках тенденции. Trend is your friend. Старое правило. Уместно сейчас заглянуть на более высокий таймфрейм, просто для понимания общего развития событий. На 10 минутах непонятная какая ситуация, поэтому перейдем на 5-минутные свечи. Вот. И тут индикатор уже реагирует. Есть сигнал вниз. Давайте подсветим. Вот здесь. Гораздо легче торговать, когда впереди у нас есть некая зона. Зона финиша. Вот к этой линии будет стремиться график. Друзья, любое движение идет куда-то. И почти всегда у цены есть своя определенная цель.
Уровни работают как магниты, к которым тянутся продавцы и медведи, поэтому всегда стоит их подсвечивать в своей торговле. В конце видео я покажу вам это. Пока сделка в плюс. Давайте сменим актив. Здесь немножко низкий процент выплаты. Поищем что-то более интересное. Как вы уже поняли, дорогие мои, ADX это настоящий must-have для тех, кто хочет торговать по тренду. Но как и у всех индикаторов, есть серьезная проблема. Он немного запасный. Поэтому вы сначала должны определять настроение на рынке, делать предположения, а индикаторы только подтверждают ваш анализ. И именно так это и работает, друзья. Если вы хотите поистине научиться читать рынок, то жду вас в своем телеграм-канале. Ссылка на него оставлена в описании к этому ролику. Каждодневные разборы торговых стратегий, новые лайфхаки по торговле и сессии, в которых вы можете принять участие онлайн абсолютно бесплатно. Переходите, подписывайтесь, я жду вас. Канадский доллар к японской иене, сделка лонг, у нас диаметрально противоположная ситуация. В первую очередь подмечаю для вас ADX, он пересекся. Значит, сменилось направление, рынок смотрит вверх, и при этом у нас есть пересечение вот этого фрактала, ключевой уровень. Выход обратно за его уровень, то есть разворот, это сигнал к серьезному росту хотя бы вот до этой зоны. Сейчас давайте выясним, насколько я прав. Пока немножко подводит актив. Давайте снова зайдем на другие таймфреймы, на часовой. Ладно, зеленая линия сверху, это плюс в копилку нашей уверенности. На 15 минутках все не так приятно. Даже в ее рамках мы вошли вовремя. Давайте поставим 5 минут. Здесь есть разворотные формации хотя бы от фракталов. То есть делаем вывод, что на микро и макро масштабах все окей, а между ними спорно. Но мы в плюсе. В общем, о чем это говорит? Сигналы всегда появляются сначала на низких таймфреймах, поэтому мы как краткосрочники торгуем преимущественно на минуте. Успеваем ловить самые свежие данные, которые затем подтверждаются на больших масштабах. Не будем терять время. Сделка лонг. Мы как раз на уровне, кстати, фрактала идем в рост в рамках боковика. Причем из его нижней части, поэтому в успехе сделки я даже не сомневаюсь. Как я уже сказал ранее, настройки моей системы мы разберем ближе к концу видео, а пока что сосредоточимся на самой стратегии. На стратегии использования индикаторов этой связки. Связка прикольная, согласитесь. Думаю, что стоит сказать две полосы, которые показывают нам текущий тренд. Про две эти полосы. Они отражают сглаженную через истинный диапазон разницу между максимумами и минимумами, идущими друг за другом свечей. Если актив падает, зеленая полоса стремительно снижается. При возврате котировки к средним значениям полосы сходятся. Если котировка растет, зеленая входит вверх и начинает расходиться с красной. Понимаете, да, как работает индикатор? Это очень важно. В общем, если прям очень просто, то DX просто показывает, куда идет цена и насколько уверено ее движение. Теперь давайте сменим актив, разберем другие ситуации, которые есть у нас на рынке. Снова открываемся в лонг. Тут уже на автомате просто отмечаем зеленый цвет по DX, после чего чертим вот такой уровень от фракталов, сразу несколько их. Тут целое скопление разворотных точек, и мы успешно пробили все вверх. Для нас это значит только одно: котировка будет расти дальше. Ну а теперь можно переходить на другие таймфреймы. Здесь у нас как минимум есть разворот. Ну и здесь тоже линии пытаются соприкоснуться. При этом вот еще тоже ключевой уровень по фракталу. От него движение пойдет. Друзья, вход на вышестоящие графики — это обязательное условие для тех, кто действительно хочет понимать рынок. Мы ловим микродвижения в моменте, но лучше подтверждать их более масштабными сигналами. Вы это уже поняли из видео. Так вы сможете быть уверенными в правильности своего прогноза, а это гарантированно скажется на винрейте. У меня с винрейтом сегодня все отлично. Давайте сменим график, закрепим успех на какой-нибудь более интересной ситуации. Как вы уже поняли, без капли сомнений, сделка шорт. График фунт к франку. Красная есть, тренд есть, пробой есть.
Работаем строго по тренду, забираем легчайшие деньги с рынка. Думаю, вы сами готовитесь уже это повторять в своих терминалах, но не спешите. Сначала досмотрите до конца видос. Кстати, хочу сделать еще небольшой дисклеймер для своих зрителей. Моя торговая система однозначно работает, приносит мне деньги на ваших глазах. Но я профи, который собрал ее самостоятельно и уже отработал неоднократно. Уже скоро вы увидите настройки и сможете повторять все это самостоятельно, но вам обязательно стоит протестировать мой подход на собственном опыте. Откройте демо-счет, сделайте хотя бы 10 сделок, чтобы просто, так скажем, придрочиться к этой системе и понять, что она действительно вам подходит. Только после этого переходите на реальные деньги. Давайте сменим график, пока рынок щедр, найдем что-то более крутое. Ну что, поторгуем тоже шорт. Похожая ситуация на предыдущую. ADX обещает нам снижение. Похожую структуру мы сегодня уже торговали, но зачем отказываться от того, что работает, правильно? Я тоже так думаю. Смотрите, давайте прочертим все, чтобы вы понимали до конца. Соединив вот эти вот максимумы и минимумы, мы получаем канал и видим конкретную точку, к которой цена будет у нас снижаться. Это ее и интересует. Снижение вот сюда. От нее вполне возможно отскок, разворот, но сейчас мне это не важно. Ожидаем снижения на новой красной свече. Здесь все должно быть элементарно. Вот вам один нюанс насчет ADX. Это трендовый индикатор, поэтому и торговать его следует во время направленного какого-то движения. Либо боковика с высокой волатильностью. Если на рынке будет штиль, то он уморит вас сложными сигналами. У нас тем временем просто крайне резкий слив, друзья, просто бомба. Я становлюсь богаче с каждой сделкой. Давайте сменим график, добьем эту ситуацию. Австралиец к швейцарцу. Мы вернулись к тому самому графику с уровнем на высоком таймфрейме. Я в сделке шорт. Мы все так же прекрасно понимаем с вами, да? Куда движется цена, цель есть. Именно это я имел в виду, когда сказал, что цены тянутся к уровням, как к магнитам. Раз мы нашли такой уровень, а индикатор фрактал, как по мне, для этого и существует, то просто выставляем его и ждем новый тренд в сторону уровня. А тренд покажет нам индикатор ADX. Мы найдем точку входа по более краткосрочному фракталу, начнем делать деньги. Друзья, вот так все это и работает. Но если на рынке штиль, помним, не работает данная торговая стратегия. Только высокая волатильность и коридор, либо ярко выраженный тренд. Никто не мешает вам, кстати, использовать другие таймфреймы в работе. Вы можете переключаться между ними, настраивать линии, строить уровни, предположения, выбрать для себя 2-3 валютные пары и работать с ними. Если будут вопросы по конкретно этой торговой системе, обязательно пишите мне в телеге. Ссылка оставлена в описании. Окей, друзья, пожалуй, хватит. Сделка в плюсе. Сделаю перерыв на кофе и покажу вам все настройки, о которых говорил. Итак, у нас новый чистый график. Давайте сразу добавим наши индикаторы. Заходим сюда. Индикатор ADX, индикатор фрактал. Начнем с фракталов. Здесь очень важно сменить период на 3, чтобы уровней было больше. ADX у нас выглядит иначе. Давайте это исправим. 16 и 13 периодов. Повторите, это архиважно, ребят. В стиле убираем вот эту заливочку, она только мешает. Тут зелененький, тут красненький. Все, при желании можно сделать еще немножко пожирнее. Сохраняем. Все, друзья, теперь у вас все готово. Самое время подводить итоги. Ну что ж, друзья, теперь вы имеете в арсенале классный верификатор тренда, индикатор ADX. Сегодня я использовал его с фракталом 2, по моему скромному мнению, это неплохая комбинация, но вы можете попробовать что-то свое. В любом случае, надеюсь, что просмотр этого видео принесет вам только пользу и побольше плюсовых сделок. Благодарю вас за лайк и за комментарий, который вы уже, надеюсь, оставили под этим видео, а также за подписку на мой канал. С вами я прощаюсь, до скорых встреч, пока.